Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости и подписчики моего канала. Предлагаю вам связать универсальную базовую шапку крючком 4 клина. Эта шапка подойдет и взрослым, и детям, может быть женской и мужской, в зависимости от цвета. Шапка связана крючком, эластичным узором из столбиков. Это соединительные столбики. И этот узор очень похож на вязку спицами резинкой 1 на 1. Шапка хорошо тянется, она вяжется в поперечном направлении. Макушка формируется за счет укороченных рядов и вывязываются 4 клина. Поэтому у нее такое название — шапка 4 клина. Можно вязать шапку на любую высоту, делать любой длины отворот, из любой пряжи, из толстой. Получается очень толстая, теплая зимняя шапка. Из тонкой пряжи получается осенне-весенняя легкая шапка. А также вязать на любой размер. Я связала шапочку из тонкой пряжи. Это 54 размер. Здесь я использовала пряжу Alize Superlana Classic. Моточек 100 грамм, в нем 280 метров. Я использовала крючок номер 4. На одну шапочку 54 размера у меня ушел один моток, то есть она весит буквально 100 грамм. Также я связала шапку из толстой пряжи на 56 размер. Здесь я использовала пряжу Alize Superlana Maxi. Это толстая ниточка, моточек 100 грамм, 100 метров. И использовала крючок номер 7. На шапочку ушло 2 мотка, почти полностью. И весит она, получается, 200 грамм. Получилась очень толстая, теплая шапка. Посмотрите, эти шапки я вязала на одинаковую высоту. То есть у них одинаковая высота 30 сантиметров. Но высоту можете изменять, если вы, допустим, хотите поднять макушку или сделать отворот для шапки больше. Здесь разные размеры, 54 и 56 размер, поэтому по ширине шапочки немножко отличаются. Если вы хотите получить описание шапок из тонкой, из толстой пряжи на все размеры, 52, 54, 56, 58, 60, со схемами, я оформила это описание в формате PDF. Вы можете его скачать на компьютер себе, переходите на платформу Boosty и приобретайте это описание. В этом видео я буду показывать процесс вязания шапки, основные моменты, как вывязывать укороченные ряды для формирования клиньев на макушке. А также, главное, буду показывать, как сшивать шапку по изнанке, чтобы вот этот задний шов был практически незаметен. Дорогие друзья, для каждой шапки я делала расчет по плотности вязания. Учитывая плотность вязания, я рисовала схемы, рассчитывала, как вывязывать клинья, сколько рядов для одного клина на каждый размер нужно связать, сколько будет общих рядов при вязании шапки. Все это указано в описании. В этом видео я рассказываю, как вязать шапку на 60 размер. Буду вязать из толстой пряжи. Буду вязать мужскую шапку Alize Superlana Maxi, 25% шерсть, 75% акрил, 100 грамм, 100 метров. Использую тоже крючок номер 7. И я уже связала шапку, вот первую, из такой же пряжи, и знаю плотность вязания. Плотность вязания в ширину у меня составляет в 10 сантиметров 16 столбиков, в высоту 10 сантиметров 23 ряда. Причем измеряем плотность вязания по образцу, то есть у нас количество столбиков в полном ряду — это высота шапки, количество рядов — это ширина шапки. И рассчитываем. Вначале рассчитываю
шапку. Здесь я рассчитала на длину 40 сантиметров. Для больших размеров лучше, конечно, брать длину побольше. 30 сантиметров длина может быть маловато, учитывая, что на отворот уходит примерно 6, 7 или 8 сантиметров. Если большой размер, то шапка будет мелкой. Поэтому я считаю на 40 сантиметров длину. По своей плотности вязания 40 умножаю на 16, делю на 10, то есть у меня полный ряд составляет 64 столбика. Далее считаю ширину одного клина. Шапку я считаю на ширину с расчетом облегания, чтобы шапка была не слишком свободной и не слишком плотной. От размера 60 сантиметров это обхват головы, отнимаю 15%, и получается, что мне нужно связать шапку полностью ширина 51 сантиметр. И высчитываю ширину одного клина. 51 сантиметр умножить на 23 ряда делю на 10. Получается, всего нужно провязать 117 рядов. Беру четное число, делю на 4 клина, общее количество рядов, получает 29 рядов. Для одного клина мне нужно выбрать четное количество рядов, то есть либо 28, либо 30. 28 рядов у меня получилось то же самое, как для 58 размера. Если хотите связать свободнее шапку, то можно на 30 рядов. Здесь я составила схему на 30 рядов. Только здесь схема одного клина. В описании будет схема вязания шапки именно от центра клина, от центра одного клина до центра другого клина, то есть от начала вязания шапки. И получается, что при корректировке, смотрите, я пересчитала, вот если беру 30 рядов для вязания одного клина, умножаю на 4, получается общая длина 120 рядов, у меня будет ширина шапки 52 сантиметра. И здесь я пересчитала один клин на 30 рядов с высотой шапки на 64 столбика. И здесь, смотрите, один клин будет состоять 1, 2, 3, 4, 5, 6 рядов идут на увеличение до полного ряда, и затем 6 рядов на уменьшение количества столбиков, и затем вывязывается между клиньями 4 полных ряда. Здесь получается одна полоска, идет ряд вверх от низа шапки к макушке, и затем идет нечетный ряд вниз. То есть все четные ряды идут с направлением вверх, все нечетные ряды идут с направлением сверху вниз. И в начале вязания набираем сразу полное количество воздушных петель на полное количество столбиков, то есть мне необходимо набрать 64 воздушные петли. Как я и говорила, использую крючок толстый номер 7, который рекомендован к этой пряже, и начинаю набирать цепочку воздушных петель. Вначале делаю начальную петлю и набираю первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, и так до 64 петель. Итак, я набрала цепочку 64 воздушные петли. Смотрите, какая получилась длинная цепочка, но не переживайте, после провязывания нескольких рядов основного узора начальный ряд значительно сократится, поэтому не стоит начинать вязать шапку, измеряя в начале начальную цепочку воздушных петель. Далее начинаю вязать первый ряд, и смотрите по схеме. Смотрим, первый ряд идет сверху вниз, и в начале каждого ряда набираю одну воздушную петлю. 65-я получается воздушная петля. Далее пропускаю эту петлю, в следующую петельку цепочки ввожу крючок и провязываю соединительный или глухой столбик. И далее продолжаю вязать такие столбики по набранной цепочке петель. Ввожу крючок за полупетлю начальной цепочки и разом провязываю соединительный или глухой столбик, его еще называют. Итак, провязываю 64 таких столбика по всей цепочке, получается, до хвостика цепочки. Итак, заканчиваю вязание первого ряда.
здесь из последней петельки выполняю столбик, поворачиваю вязание, начинаю вязать второй ряд, 1 воздушная петля и продолжаю вязать такие же столбики, только теперь буду вводить крючок за вторую полупетлю столбиков предыдущего ряда. То есть немножко разворачиваем к себе ряд, чтобы было видно вершину столбиков, и за вторую полупетельку вводим крючок, провязываем соединительный столбик. Итак, из каждой петли столбика предыдущего ряда провязываем соединительный столбик. И теперь смотрим по схеме. Второй ряд, так как мы начинаем вязать от середины клина шапку, то второй ряд мы не довязываем до конца предыдущего ряда 2 столбика. То есть здесь мы провязываем 62 столбика. Я закончила второй ряд. Второй ряд идет с направлением от низа шапки к макушке, и я уже начала формировать макушку с помощью укороченных рядов. Во втором ряду мы провязываем 62 столбика, не довязываем 2 столбика до края, поворачиваем вязание и начинаем вязать третий ряд от макушки вниз. 1 воздушная петля, вводим крючок за вторую полупетлю столбика предыдущего ряда и провязываем первый соединительный столбик. И так далее продолжаем вязать столбики, вводя крючок за вторые полупетельки столбиков предыдущего ряда. И в третьем ряду провязываем тоже 62 столбика, получается до низа. Всегда в нечетных рядах мы вяжем столбики до нижнего края, до конца. Только до макушки мы не довязываем столбики при формировании укороченных рядов. Я закончила вязать третий ряд и сейчас перехожу к вязанию четвертого ряда. Поворачиваю вязание, 1 воздушная петля, также ввожу крючок за вторую полупетельку столбика предыдущего ряда, провязываю соединительный столбик и начинаю вязать столбики снизу вверх. В четвертом ряду вновь выполняем укороченный ряд на 2 столбика меньше, чем предыдущий четный ряд, меньше, чем второй ряд, в котором было провязано 62 столбика. То есть в четвертом ряду будет провязано 60 столбиков, поэтому также не довязываем 2 столбика до края предыдущего ряда. Я закончила вязать четвертый ряд. Смотрите, остались 2 петельки до конца предыдущего ряда. Поворачиваю вязание. Как обычно, 1 воздушная петля. И начинаю вязать столбики, вводя крючок за вторую полупетельку в обратном направлении. В пятом ряду провязываю то же количество столбиков до низа шапки. И смотрите, здесь уже сформировалось 2 ступеньки. Далее в шестом ряду мы также не довязываем 2 столбика, и будет у нас 58 столбиков. В следующем четном ряду с направлением снизу до макушки будет 56 столбиков, еще 1 ступенька. И так до 12 ряда формируем укороченные ряды. В 12 ряду будет самый маленький укороченный ряд, 52 столбика. Провяжу все укороченные ряды до 13 ряда, и с 14 ряда буду показывать вам, как формировать уже сторону клина. Я провязала по схеме 13 рядов. Смотрите, у меня уже сформировалось за счет укороченных рядов 6 ступенек. Начинаю вязать 14 ряд, и этот ряд будет полный, то есть будем провязывать полностью 64 столбика от низа шапки
до самой макушечки. И вот эти все ступенечки, они будут сглаженные, то есть мы их сравняем. Я покажу, как провязывать этот ряд. 1 воздушная петля. Далее также провязываю столбики за вторую полупетельку столбиков предыдущего ряда. И сейчас довяжу вот до первой ступеньки и покажу, как тут провязывать столбики. Итак, я довязываю вот до вершины первой ступеньки. Это 52 столбик от начала ряда. И смотрите, переходим на вот ступенечку ниже. Теперь вы видите вот здесь вот этот ряд. Здесь идет вот такая вот как горизонтальная ниточка. Мы вводим крючок в эту ниточку. Она может быть затянута. Вот она идет. Вот здесь вот косички петелек, и здесь вот эта одинарная ниточка. Вводим в нее и вводим на ряд ниже за вторую полупетельку. Провязываем соединительный столбик. И здесь второй столбик тоже идет на самом краю ступенечки. Далее вновь переходим на ступеньку ниже. Также вводим сначала вот в эту вот горизонтальную ниточку. Затем за полупетельку на ступеньку ниже провязываем соединительный столбик. И второй соединительный столбик, так как у нас ступеньки состоят из 2 столбиков. Вновь ввожу крючок вот за эту ниточку, за полупетельку, соединительный столбик и второй столбик по ступеньке. Итак, я довязываю столбики до самой макушки. Делаю такие переходы по ступенькам, чтобы не было здесь вот дырочек при вывязывании вот укороченных рядов. Если вы не будете вводить крючок вот в эту ниточку, то у вас будет дырочка. Поэтому здесь подхватываем эту ниточку и за полупетельку и провязываем 1 и 2 столбик. Вот довязали столбики до самой макушечки, все ступеньки сравнялись. 15 ряд в обратном направлении. Провязываем 64 столбика сверху вниз. Далее 16 ряд тоже провязываем 64 столбика снизу вверх. 17 ряд 64 столбика сверху вниз, так как здесь мы, можно сказать, провязали вторую половину первого клина. Далее между клинями получается 4 полных ряда. И далее начинаем уже вязать второй клин. Но раппорт узора, раппорт вязания шапки идет от середины до середины клина. Для 60 размера это 30 рядов по моим расчетам. Итак, провязываю, получается, сейчас ряд вниз, полный вверх, еще раз ряд низ, вниз, и затем уже буду вязать, начинать вязать второй клин. И здесь в начале вязания второго клина укороченные ряды будут формироваться по-другому. Далее уже идут укороченные ряды на увеличение. Начинаю вязать по схеме 18 ряд. В этом ряду мы начинаем вязать новый клин и начинаем вязать с самого короткого ряда. Здесь от низа шапки начинаю вязать столбики 1 воздушная петля, ввожу крючок за вторые полупетельки, также провязываю столбики, и здесь самый маленький ряд провязывается на 52 столбика. Сейчас провяжу 52 столбика и далее покажу, как выполнять работу. Итак, я провязала 18 ряд, самый короткий ряд клина. В начале клина вывязывается, и можно, конечно, считать столбики, 52 столбика, либо можно посчитать, смотрите, здесь от макушки
должно быть 12 оставаться свободных петель. И далее поворачиваем вязание, как обычно, 1 петля подъема и в обратном направлении сверху вниз провязываем 52 столбика. Далее в следующем ряду будем провязывать 54 столбика, то есть на 2 столбика больше, чем вот этот вот первый короткий ряд. Начинаю вязать 20 ряд. В этом ряду провязываем на 2 столбика длиннее, чем предыдущий ряд. Как обычно, начинаем 1 воздушная петля, вводим крючок за вторые полупетельки предыдущего ряда и провязываем столбики. Так довязываю столбики до конца вот этой первой ступеньки. Итак, я довязываю 20 ряд вот до конца первой ступеньки, это 52 столбик. Далее переходим вот ниже на ряд, и здесь в начале вводим крючок вот за вот эту вот горизонтальную ниточку промежуточного ряда. Вводим крючок в нее и затем за полупетельку на ступеньку ниже 1 соединительный столбик, и далее за вторую полупетельку еще второй столбик. То есть мы провязали 54 столбика. 20 ряд, поворачиваем вязание, 1 воздушная петля, вводим крючок вот за вторую полупетельку и идут столбики теперь вниз, 54 столбика. Следующий, получается, 22 ряд мы уже провязываем 56 столбиков, то есть вновь на 2 столбика длиннее, чем вот 20 ряд. И используем точно такой же прием при переходе вот на ступеньку ниже. И таким образом мы вот каждый новый ряд удлиняем на 2 столбика и довязываем до макушки. Таким образом мы выполняем первую половину клина за счет удлинения рядов. Я довязываю 30 ряд. Этот ряд доходит вот до самой макушечки, полный ряд, и здесь уже провязываю последнюю ступеньку. При переходе на ряд ниже вкалываю крючок вот в горизонтальную ниточку промежуточного ряда. Ее нужно немножко растянуть. И затем за полупетельку провязываю 1 и 2 соединительный столбик до края. В 30 ряду мы завершаем повторение раппорта с 1 по 30 ряд. И далее с 31 ряда, 31 ряд это полный ряд от макушки вниз, как первый ряд, 32 ряд идет как второй ряд, и этот ряд идет на 2 столбика меньше, чем полный ряд. То есть здесь 64, будет 62 столбика. И затем будут идти укороченные ряды, и мы будем вывязывать ступеньки. То есть здесь как вязали первую половину, точнее вторую половину клина. Здесь получается, что повторение вывязывается от начала шапки, от середины до середины клина. 30 рядов, всего провязываем 120 рядов, то есть 4 повторения по схеме. И далее, выполнив 4 повторения, переходим к последнему действию, сшиванию шапочки. Дорогие рукодельницы, я закончила вязать основную часть шапки. Напомню, что я вяжу шапку 60 размера и вяжу шапку длиной на 40 сантиметров. Здесь можно будет сделать даже двойной отворот. Шапка получится очень толстой, очень теплой и непродуваемой даже в самый сильный мороз. И как я рассчитывала, я провязала здесь 4 клина по 30 рядов, всего 120 рядов. Вот так вот формируется и сейчас выглядит основное полотно. И сейчас буду выполнять шов по задней части шапки. Вначале, конечно, я вам покажу, какого размера получается деталь.
Если в два сложения сделать, то в ширину она 26 сантиметров, общая ширина 52 сантиметра, как по расчету, и высота шапки 40 сантиметров. Здесь можно сделать отворот либо 14 примерно сантиметров будет большой отворот, либо можно сделать двойной отворот примерно на 6-7 сантиметров. Вот, смотрите, как удобно. И для сравнения вот с шапкой 56 размера, вот она 60 немножко шире, и здесь я вязала шапку на высоту 30 сантиметров. Здесь одинарный отворот, вот на высоту примерно 6 сантиметров. И здесь 120 ряд мы заканчивали, довязали вот центр клина, последний ряд снизу вверх, это полный ряд на всю длину, то есть все количество столбиков. И сейчас обрезаю нить, оставляю здесь хвостик, чтобы можно было затянуть макушку. Но вначале я буду делать шов по шапке. Шов мы будем делать по лицевой стороне. И здесь определите, где у вас будет лицевая сторона. Вот здесь я с этой стороны оставляла хвостики, значит, с этой стороны буду выполнять шов. И еще один момент. Смотрите, при отвороте шов будем выполнять снизу вверх. И при отвороте лучше всего, то есть мы отворачиваем, когда шапку, начинать вязать, сшивать ее с одной стороны. То есть я буду вначале сшивать шапку с изнанки на высоту отворота, и далее поменяю стороны местами и затем уже по лицевой стороне. Поэтому сразу определите высоту отворота, поставьте, допустим, маркер, и на эту высоту сшивайте сначала по одной стороне шапку, затем по другой стороне. Для выполнения шва я буду использовать крючок. У меня крючок в 2 раза тоньше основного, номер 3,5. Здесь я не могу использовать иголку, так как такую толстую нить сложно вдеть в иглу. Но если вы хотите, можете использовать иглу. И здесь смотрите, вот этот вот край с хвостиком, это первый ряд, то есть начало вязания. И здесь без хвостика это последний ряд. Это важно определить, так как мы по-разному будем вводить нить за эти стороны. И в начале здесь я протягиваю хвостик, здесь из самой кромки. Здесь можно за крайние полупетельки. Этот хвостик я потом буду маскировать. И сразу отрезаю нить примерно той длины, которая мне потребуется для выполнения шва. Ну, чуть можно взять в 2 раза длиннее, чем у вас высота шапки. Итак, здесь можно завязать эти хвостики, чтобы не распускались. Далее затем их замаскировать. Завяжем хвостики и начинаем выполнять шов. Здесь, смотрите, я сейчас покажу, и далее еще из светлой пряжи покажу, как выполнять шов. Вначале вводим крючок. Здесь вы видите, вот он, последний ряд, идет тоже 1 и 2 полупетелька. Вводим крючок за вторую полупетельку. И по первому здесь ряду, где идет начальный ряд, здесь, смотрите, вот идет первая цепочка петелек, косичка петелек, и рядом вот такие вот идут как перемычки. И мы рядом с цепочкой петелек, рядом с петелькой, только за вот эту вот ниточку, перемычку вводим крючок, захватываем нить и протягиваем вот через 2 кромки. Затем нить перебрасываем наверх. И вновь вводим крючок здесь. Последний ряд, 2 полупетелька. Здесь вот идет цепочка петелек, следующая петелька по высоте, и рядом вот она идет, вот эта вот ниточка, которая идет рядом с цепочкой петелек, и вновь протягиваем нить, перекидываем нить наверх
И продолжаем таким образом сшивать. Так, здесь следующая по высоте петелька. Смотрим, вот она рядом ниточка с косичкой петелек. И протягиваю нить. Конечно, на темной пряже не видно. Сейчас я вам сделаю вставку, где я выполняю шов на светлой пряже. Итак, я по одной стороне сделала шов на высоту отворота. Вот посмотрите, он еле заметен. И далее меняю стороны, выворачиваю шапку и продолжаю выполнять шов уже по другой стороне. То есть мы делаем шов по лицевой стороне. Вывернув вязание, теперь смотрите, у нас поменялись стороны местами. Здесь внизу идет последний ряд, и наверху идет начальный ряд. И здесь смотрим, вводим крючок, немножко разворачиваем к себе вязание. Вот полупетли последнего ряда. Вводим также за вторую полупетельку. И здесь смотрим, вот идет косичка сверху, первая полная косичка. И напротив, вот рядом с петелькой, вводим крючок, вот идет рядом ниточка. Захватываем нить крючком и протягиваем ее через эти две полупетельки. И так дальше продолжаем сшивать. Здесь смотрим, вот она идет косичка. И рядом со следующей петелькой по высоте, вот она идет ниточка. И продолжаю сшивать, делаю новый стежок. И здесь уже сшиваю по лицевой стороне, получается, шапку до макушки. И вот меняется уже шов по-другому. Закончив выполнять шов шапки, теперь необходимо стянуть макушку. И вначале, смотрите, вот они ряды, которые доходят до макушки. И через последние петли этих рядов протягиваем нить, которой выполняли шов. Протягиваем так нить по кругу отверстия макушки через каждый ряд, который доходил до верха макушки. Протянув нить по кругу от шва до шва, теперь стягиваем макушку, потянув за нить, так, чтобы не было отверстия. И теперь несколько раз протяну еще эту же нить по кругу и закреплю ее. Обрежу и отрезок замаскирую на изнанке. Итак, дорогие рукодельницы, я закончила вязать шапку на большой размер. Вот так выглядит макушечка. Это задний шов. Шапочка получилась толстая, да еще с двойным отворотом. Можно отворот зафиксировать, чтобы удобно было ее надевать. Итак, 60 размер. Здесь на 60 размер у меня ушло в пряжи Alize Superlana Maxi почти 3 мотка. Вот такой остаток остался.
а, 56 размер и 54 размер из тонкой ниточки. Вяжите с удовольствием на себя и всю свою семью. Спасибо за внимание. До новых встреч!